Всем привет! Сегодня я хочу немножко рассказать о длинных шипах от доктора Нибауэра, который называется Viper Soft на губке 0,6 мм. По данным шипам на сайте Data Maximum в карточке товара есть очень качественный обзор от Максима Черепнина по активным и пассивным элементам при игре у стола. Это срезки, пассивные подставки, активные давящие накаты, удары и так далее. Все, что касается по игре на столе, вы можете посмотреть. Я полностью согласен со всем тем, что сказано в этом обзоре. И считаю, что именно такая игра является наиболее эффективной для данных шипов. Мне хотелось бы более подробно остановиться на элементах, которые используются для классической защиты. Это подрезки в дальней зоне по топспинам, прием подач данными шипами на губке 0,6 мм и игра по скидкам. Тестировал я данные длинные шипы на своем основании, которое играю очень уже давно. Это основание от фирмы Red and Black, называется Pride. Это семислойное защитное основание без карбона, с умеренной гибкостью и без вибрации. Сразу хочу отметить, что шипы Viper Soft мягкие и немедленные. Шипы очень густо расположены друг к другу и имеют насечки. По моим ощущениям, шипы имеют среднюю тягу. Хочу начать с приема подач. Так как шипы немедленные, все длинные подачи, которые я принимал этими шипами, необходимо эти подачи хорошо пропиливать через паузу, выходя при этом на мяч ногами, иначе весь прием будет у вас лететь за стол. Это связано с тем, что шипы довольно-таки агрессивно дают мяч назад. Также по длинным подачам с нижним вращением очень комфортно этими шипами делать прием через срезку. Мяч летит низкий, с очень слабым нижним вращением и при этом не валится в сетку, как у того же сильно тянущего Курла P1R или Нептуна, или другого очень медленного длинного шипа, который имеет сильную тягу. Все короткие подачи я старался все-таки отыгрывать больше через срезку, хотя оптимально возможно их отыгрывать через накат, но тут кому как нравится больше. Также я хочу отметить, что срезка на столе по плоским мячам на удивление комфортно. Многими другими шипами обычно срезка по плоским получается завышенная и очень часто улетает за стол. Либо высокая, и соперник убивает такую завышенную срезку. Но так как эти шипы могут пропиливать мяч, не выбрасывая высокие баллоны, и создают при этом небольшое нижнее вращение, но без поступательной энергии, или полностью отдают плоский мяч назад. Все это зависит от вашего движения кистью. То есть, если вы хорошенько дернули на мяче, то будет слегка нижний. Если вы стараетесь просто толчком сыграть, то прилетит немножко завышенный плоский. Что касается игры по топ-спинам, шипы не дают запил с первого мяча, с первого топ-спина. При хорошем выходе на мяч и правильном движении вторая подрезка уже летит хорошо запиленный мяч, но без ярко выраженной дуги, и мяч садится под заднюю линию. Шипы неплохо контролируются в дальней зоне, несмотря что они, все-таки по моим ощущениям, обладают достаточно высокой скоростью, как для шипов под классическую защиту. Если вы в своем арсенале используете элемент такой, как подрезка длинными шипами с форхенда, то есть справа, то за счет более резкого ускорения в локтевом суставе реверс этими шипами у меня получается еще сильнее. Скажу так, чем больше верхнего вращения к нам приходит, тем проще вернуть мяч в стол.
Трудность может возникнуть только с плоскими накатами или накидками, которые не нужно слишком агрессивно подрезать, иначе мяч будет очень часто улетать за стол. Что касается скидочки после запила. Хочу выделить такой один момент. Тенденция игры с классическими защитниками, особенно на среднем уровне, такова, что соперники очень часто не делают серийный топс по длинным шипам, а могут даже после первого сразу подрезки, ну или после второй, стараются сразу скидывать, и либо как-то укоротить этот мяч. Так вот, если вам скинули мяч после вашей подрезки с дальней зоны, то очень комфортно, если вы, конечно, успели прибежать к столу и давящим накатом, длинными шипами, перехватывая инициативу, сыграть в неудобное место. То есть, ну, скорее всего, это будет живот вашего соперника. Но на более высоком уровне данный элемент от защитника, он наказывается. Наказывается он встречным топс-ударом. То есть оппоненты, которые уже на более высоком уровне, они понимают, что там летит плоский мяч, и они плоским ударом стараются его ударить на длинные шипы, и вы ничего с этим не можете сделать. Эффективнее все-таки, я считаю, скидочку по топ-спину все-таки пропилить вайпером, вернув длинный низкий мяч практически без вращения, или отыграть другой, более вашей тянущей накладкой через срезочку. Именно вот дать туда низ хороший. При этом соперник, при такой игре соперник всегда находится в напряжении, к нему прилетает по одной траектории то плоский стопнутый мяч, то сильная нижняя. И ему, то есть сопернику, тяжелее сделать быстрый такой силовой топ-спин на вынос. Он делает средний на вращение, и у вас достаточно времени, чтобы вернуться в вашу комфортную дальнюю зону и сделать качественную подрезку. Также защитники частенько применяют в своем арсенале такой элемент, как активная подставка длинным шипом по топ-спину. И этот элемент, кстати, очень круто получается Viper Soft на губке 0.6. То есть, когда соперник делает, что очень важно, не навесной топ-спин, а более такой силовой топ-спин вам на длинные шипы, и вы не успеваете убежать в нужную вам дальнюю зону, то просто можно сыграть активненькой, такой не прямо так сильной, а активной подставочкой по прямой. Соперник просто не успеет на такую подставку, потому что мяч просто без отскока сваливается под стол. А если он не успел потянуться направо, то просто ему приходится вам накидывать мяч по завершению. Хочу еще отметить, что если все-таки вы играете не шипами, не как классический защитник, а все-таки в вашей игре преимущественно используются чоп-блоки или кистевые щелчки, или просто лифтинги всякого рода, то все-таки лучше выбрать версию шипов без губки, так как эффективность элементов намного в разы выше, мячи летят более сложные для соперника, еще и очень круто виляют. Самое важное, что я хотел бы сказать, что эти шипы мне показались очень сбалансированные. Вот я не помню, чтобы я пробовал длинные шипы на губки, и они неплохо играли в дальней зоне, качественно, и так хорошо играли как бы на столе. То есть вот активная игра на столе, немного пассивная игра, но активная в приоритете, с периодическим ходом в дальнюю зону. Вот. Единственное, что вот чуть-чуть для меня они быстроваты. Возможно, если их поставить на еще более медленное основание, то
то они заиграют именно под классическую защиту еще лучше. Но для того, чтобы давить именно на столе активно, ну, даже можно ставить и на более быстрые доски. Я думаю, что будет тоже как бы очень хорошо. Вот. Ну, вот это все, что я хотел сказать об этих шипах от доктора, ну, то есть не Баура, Viper Soft на родной губке 0,6 миллиметров. Купить накладки и основания, представленные в этом видео, вы можете по ссылкам под этим видео.